Глава 137. Хозяин озадаченно переспросил: «А, вон тот?» «Датчан, вы не ошиблись», — Селянь уверенно заявил. «Да, именно». Затем он сразу же кинулся к указанному одеянию, схватил его, с Хуаченом под мышкой бросился во внутреннюю комнату и задернул разделительную шторку. Хозяева этой лавки готового платья пошли на довольно оригинальный ход, выделили специальное пространство для переодевания, чтобы покупатель мог на месте примерить выбранный наряд. Остальных такое поведение обескуражило, но через миг у входа в лавку показался заклинатель в роскошном одеянии. Он что-то бормотал себе под нос и все разминал лоб, а следом плелась целая группа на вид эксцентричных и явно озлобленных его соратников, а также буддистских монахов. Увидев, что в лавке одежды собралась толпа, заклинатель недовольно бросил: «На что вы там смотрите?» Его соратники заголосили: «Ох, не обращай внимания, идем скорее, мне нужно в отхожее место». «Постой, всевидящий собрат, здесь так много людей, может, спросим их, не видели ли чего, уважаемые мирянки?» Не проходил ли мимо заклинатель в белых одеяниях с ребенком в бинтах? Никто не ответил, но взгляды людей невольно метнулись к внутренней комнате. Монахам и заклинателям это показалось подозрительным. Кто-то показал жестом: «Пойди взгляни», и всевидящий глаз широким шагом вошел в лавку. Задержав дыхание, мужчина медленно приблизился к занавеске, которую спустя секунду резко отдернул в сторону. В тот же миг раздался его вопль. За шторкой сидела женщина, ее черные, как вороново крыло, длинные волосы были собраны в расслабленный пучок, белую изящную шею опоясывал черный обруч в палец шириной, а также тонкая серебряная цепочка. Платье чуть сползло с ее белоснежных плеч, грозясь упасть и приоткрывая взгляду голую спину, отчего сердце смотрящего пускалось вскачь, а щеки наливались румянцем. Когда кто-то отдернул занавеску, женщина вздрогнула, прикрыла рукавом лицо и легонько вскрикнула, словно столь внезапное нахальство ее напугало. Всевидящий глаз также резко задернул шторку. Простите, соратники всевидящего глаза разразились громкими криками: «Виноваты! Виноваты!» И все как один заслонили глаза руками. Женщина не стала зря терять время и сразу развернулась. Кто же еще это мог быть, кроме селяня? Хуачен также сидел у него на руках, принц лишь закрыл его собой от чужих взглядов. Поскольку селянь — мужчина, плечи у него шире, чем у обычной женщины. Но принц приспустил лишь половину одеяния, ровно до такого уровня, чтобы добиться наилучшего эффекта. Одной рукой прижимая к себе Хуачена, другой поддерживая юбку, принц пролетел сквозь толпу вопящих заклинателей, которые до сих пор закрывали глаза, и мигом бросился на утек. Хозяин и посетительницы лавки от увиденного остолбенели. Когда селянь дал дёру, хозяин хотел было его задержать, даже открыл рот и протянул руку, но потом опустил взгляд на лист золота, которого с излишком хватало на покупку 2 платьев, пожал плечами и решил не вмешиваться. Селянь с Хуаченом на руках бежал, обгоняя несущуюся пыль. Прохожие, заходясь в кашле, только и видели в клубах этой пыли неясную фигуру женщины с маленьким ребенком, которая проносилась мимо подобно воинственному стремительному леопарду. Зрелище и впрямь невероятное. Один из лавочников, продающих закуски у дороги, которому в сковороду налетело грязи, забранился: «Да что же это такое?» Селянь, занятый бегом, едва успел обернуться и громко извиниться: «Виноват. Простите». «Простите», как вдруг позади раздался неистовый вопль: «Стой!». Обернувшись, принц увидел, как из лавки выскочила толпа заклинателей. В голову ему пришла мысль: интересно, о чем думают люди, кричащие в такой момент «Стой!». Ведь совершенно ясно, что тот, кому они это кричат, не остановится. Не лучше ли сосредоточиться и поберечь дыхание на погоню? Селянь тут же припустил еще быстрее, а грандиозная толпа подняла такую пыль столбом, что продавец закусок даже брани из себя выдавить не смог, лишь с негодованием швырнул сковороду на землю и воскликнул: «Черт подери, вы мне дадите торговать спокойно или нет?» Погоня длилась 4 часа. Как и думал принц, кричащие на бегу монахи и заклинатели стали выдыхаться, теряя скорость.
Селянь же, имея богатый опыт побегов, без лишних звуков продержался до последнего, и лишь когда оставил отряд преследователей далеко позади, поставил Хуачена на землю и смог отдышаться у края дороги. Хуачен, поддерживая его за плечо, серьезно предостерег: «Не вдыхай слишком резко, осторожнее, иначе можешь пораниться». Селянь, подняв взгляд, увидел чуть нахмуренные бровки на детском лице и неудержимо рассмеялся. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, где-то под ребрами больно кольнуло. Принц схватился за грудь, но при взгляде на Хуачена, чье личико тут же переменилось, успокаивающе помахал рукой. Ничего страшного. Эй, вон там, кажется, постоялый двор, и правда, неподалеку среди синих сумерек желтыми огоньками светилось подворье, будто бы зазывая путников. Селянь выпрямился. «Давай зайдем туда, передохнем». «Хорошо». Принц взял Хуачена за ручку и, прихрамывая, направился к постоялому двору. Оказавшись возле ворот, Селянь заметил, что двухэтажный постоялый двор выглядит намного больше, чем казалось издали. Ворота оказались закрыты. Селянь постучал и позвал: «Мы ищем ночлега, там есть кто-нибудь?» Вскоре в ответ прокричали: «Бегу, бегу!» Мгновение спустя ворота отворились, и навстречу принцу вышли несколько широко улыбающихся слуг. Уважаемый Го, должно быть, они хотели назвать Селяня гостем, но тут увидели на нем женское платье, поэтому сразу исправились. Уважаемая Ды, не давая им договорить, Селянь медленно вышел на свет, держа за руку Хуачена. Коли девушка с ребенком, стала быть, уже замужняя женщина. И снова обращение изменилось: уважаемая госпожа, но тут на слове «госпожа» свет постоялого двора озарил лицо Селяня. Пускай на нем было женское платье, да и облик отличался изяществом, но, сказать по чести, это лицо, как ни посмотри, больше походило на мужское. Слуги в тот же миг онемели, но вскоре уверенно вернулись к первому обращению: уважаемый гость, просим, проходите. Селянь с улыбкой кивнул. Сейчас он уже привык к любым одеяниям, не испытывал никакого душевного или телесного неудобства. Вместе с Хуаченом принц переступил низенький порог, выбрал место в большом зале и сел. Кроме нескольких слуг, других людей на постоялом дворе не наблюдалось. Когда двое вошли, слуги снова заперли ворота и окружили гостей, улыбаясь до ушей. Впрочем, именно их улыбки и заставляли Селяня чувствовать себя малость неуютно. Селянь принял дощечку со списком блюд и произнес: «В такой глуши поистине не просто отыскать постоялый двор». Слуги поддакнули: «А то как же? В такой глуши не просто встретить и гостей на нашем постоялом дворе. По какой-то причине, несмотря на нисходящие с их лиц улыбки, они словно были нарисованы, выглядели крайне фальшиво». Селянь, не моргнув глазом, просмотрел дощечку, выбрал несколько блюд, и лишь после этого слуги, посмеиваясь, удалились на кухню, расположенную в подвале, чтобы передать заказ повару. Хуачен, поигрывая палочками для еды, сказал: «ГГ, мы забрели на разбойничье подворье, открытое нечистой силой». Селянь: «Ага». Обыкновенно в подобных захолустных краях натолкнуться на одноэтажный трактир с одной комнаткой и парой слуг — уже большая удача. Откуда взяться такому количеству работников и роскошному подворью, разумеется, это не могло являться достаточным доказательством. Главная причина, по которой Селянь все понял, запах свежей крови ударил в нос, и едва они переступили порог. Простому путнику, должно быть, не под силу почувствовать этот запах, но для Селяня, обладающего острыми природными чувствами, а также богатейшим опытом, вонь стояла такая, что проигнорировать ее было просто невозможно. Принц произнес: «На втором этаже еще кто-то есть, я слышал шаги». Возможно, это тоже путник, который искал ночлега. И если это так, его непременно нужно спасти. Двое еще довольно долго сидели друг напротив друга и тихо переговаривались, когда слуги наконец принесли блюдо. Готово, Селянь хотел что-то сказать, но тут уловил какой-то шум снаружи и сразу поднялся. «Уважаемые, мы хотим пойти в комнату отдохнуть, если вас не затруднит, отнесите кушанье наверх».
Хорошо, хорошо, держа за руку Хуачена и с явной сноровкой приподнимая юбку, Селянь направился по лестнице, но по пути обернулся и сказал: «Ох, кстати, если кто-то будет спрашивать, видели ли вы меня, прошу, скажите, что не видели». Хорошо, хорошо, Селянь поспешно поднялся наверх. Вскоре кто-то громко забарабанил в ворота с криком: «Открывайте, открывайте!» Улыбающиеся слуги открыли ворота. На постоялый двор тут же затекла толпа монахов и заклинателей во главе с всевидящим глазом, которая все никак не бросала погоню. Селянь вместе с Хуаченом уже заперлись в комнате на 2-м этаже, но услышали, как кто-то из вошедших заголосил: «Отхожее место! Мне в отхожее место!» И тут же помчался, куда указали. Другой спросил: «Хозяин, у вас есть вода?» Увидев разом столько людей, слуги возрадовались: есть, подождите секунду, уже несем». Всевидящий глаз посетовал: «Ох, мой живот уже переполнен. Куда же это годится, ведь эти самые фрикадельки непорочности, поистине яд, какого свет не видывал. Я выпил только 20 стаканов. Когда же дойду до 81, Селянь совсем не ожидал, что они примут его слова за правду и действительно решат выпить столько стаканов воды, сколько он им приказал. Один из монахов вторил: «Амитабха, я выпил уже 25 стаканов и должен сказать, что противоядие действует. Сейчас мне и впрямь намного лучше». Селянь, послушав их, не знал, как на это реагировать. Принц стал искать какую-нибудь дырку или щель в полу, чтобы подсмотреть за происходящим. Тут Хуачен, полуприсев на корточки, сказал: «ГГ, сюда». Селянь расположился рядом, но не заметил ничего необычного в указанном месте. Что там такое? Хуачен вдруг ткнул пальцем, и в твердом полу вмиг образовалась дырка, сквозь которую пробился луч света. «Можешь здесь посмотреть». Селянь склонился и через отверстие выглянул на 1-й этаж. Вновь пришедшие расселись за длинным столом в центре большого зала. Всевидящий глаз хлопнул ладонью по столу. Я был слишком беспечен. Когда снова встречусь с этим заклинателем, захваченным нечистой силой, ни в коем случае не дам ему улизнуть. Мы должны одним махом разделаться с Хуа. Градоначальником Хуа, дабы свершить высшую справедливость, Селянь прошептал: «Сань Лан, чем же ты им так насолил?» Хуачен еще не успел ответить, когда кто-то задал тот же вопрос. «К слову, я так и не спросил, почему вы тоже гонитесь за князем демонов? Между вами случались разногласия, и вот начался обмен мнениями и критическими замечаниями. Это поистине возмутительно. 20 лет назад в одной деревне завелся свиноборотень и стал бесчинствовать, разрушил хозяйский дом, крыша рухнула, вся семья погибла. Свин сбежал в призрачный город. В те времена я только ступил на путь заклинательства и отправился схватить беглеца, но демоны навалились толпой и побили меня палками. Поистине величайшее оскорбление. А он еще послал своих слуг, чтобы передать мне, мол, ты можешь без причины сожрать всю семью свиньи, а свинья не может отомстить и убить всю твою семью. Коли месть тебя не настигла, то лишь везение. А коли настигла, то и по делам. Ну скажите, что это за извращенная мораль? Разве такое бывает на свете? Какое совпадение? Наши с тобой ситуации схожи, только я преследовал оборотня-петуха. У меня все просто. По той причине, что он решил сбить с постамента небожителя, которому поклонялась наша школа, сколько бы монастырей мы ни построили, столько он и сжигал, довел нас до белого коленя. Вопиющая бесцеремонность. А вот еще. Вы ведь знаете моего Шисюна, небеса не спаслали ему талант, перед ним лежали безграничные перспективы. Но имелся один махонький недостаток, очень уж падок был на женский пол. Чуть больше 10 лет назад моего Шисюна соблазнила демонесса-певичка, живьем выпила все соки досуха. И вы подумайте, Хуа. Этот князь демонов взял ее под защиту, пока внизу разгорелись обсуждения, Хуачен наверху совершенно заскучал, не удостоил их речи даже насмешливой ухмылкой. И вдруг всевидящий глаз произнес: «Кажется, слыхал я про твоего Шисюна».
Это ведь он когда-то давно, прикрываясь проведением магических обрядов, одурманивал и соблазнял замужних женщин. Его еще посадили в темницу на 3 месяца, а потом выпустили. Кахаем, 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 как раз вовремя слуги подали кушанье, и все торопливо заголосили: блюдо на столе, давайте, давайте, всевидящий собрат, довольно разговоров, приступим к трапезе. Селянь выпрямился, бросив взгляд на принесенные слугами блюда. Хуачен сказал: можешь даже не смотреть. Едва попробуют, упадут замертво. Селянь тихо сказал: ситуация усложняется. Горстка монахов и заклинателей ужасно раздражала принца своей неугомонностью, но и позволить им попасть в лапы жуткого разбойничьего притона нельзя. И в то же время, как предупредить, и вдруг всевидящий глаз воскликнул: «Постойте!», глядя на тарелки, он остановил остальных от начала трапезы. Его взгляд сделался суровым. Селянь в душе похвалил: он и правда владеет кое-какими навыками в заклинательстве. Остальные насторожились: в чем дело, всевидящий собрат? Всевидящий глаз провел пальцем по краю тарелки, затем высоко поднял руку и в гневе воскликнул: «Я одним пальцем собрал с тарелки столько жира». Что это за постоялый двор, где посуду не моют дочисто? Селянь уж было решил, что заклинатель обнаружил некую странность, но никак не ожидал, что тот укажет на кое-что совершенно другое. Принца это немного обескуражило, но результат все же оказался положительным. Стоило заклинателю сделать замечание, и остальные подхватили: ай-яй, и правда. Что это такое липкое, будто слюна? Погодите. В тарелке человеческие волосы, кто-то помешал блюдо палочками и в самом деле выудил несколько черных волосин. Мать моя, что творится у вас на кухне? Кто у вас там работает? Слуги, потирая руки, с улыбкой отвечали: ну. Мы недавно зарезали несколько свиней, наверное, это их шерсть, но волосы с палочек тянулись все длиннее и длиннее. Где вы видели такую длинную шерсть у свиней? У вас на кухне что, хозяйская жена голову моет? Сейчас же забирайте и приготовьте снова. Слуги торопливо ответили: да, 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 прямо сейчас все сделаем, сию секунду. Господин, выпейте воды, выпейте воды. Селянь подумал: воду тоже пить нельзя, туда наверняка что-то подмешали. Но слуги еще не успели удалиться, и никто из гостей не сделал и глотка, как всевидящий глаз вновь позвал: вернитесь. Один слуга возвратился и с извиняющейся улыбкой спросил: господин заклинатель, что еще вам угодно? Скажи мне вот что, не видел ли здесь женщину странного вида с маленьким ребенком? А вот и ожидаемый вопрос. Селянь в душе порадовался: хорошо, что я заранее попросил, чтобы меня не выдавали. Однако стоило этой мысли стихнуть, и слуга без лишних раздумий ответил: ага, видели. Заклинатели всполошились, опустили свои стаканы и, понизив голос, спросили: где? Слуга тоже понизил голос. Наверху все в тот же миг настороженно перевели взгляды наверх. Селянь быстрым движением закрыл дыру в полу, проделанную Хуаченом. Вскоре послышался шорох, множество людей направилось по лестнице. Бесшумно прислонившись к двери, принц услышал шаги. Это слуга привел на второй этаж крадущуюся толпу. Левой рукой Селянь подхватил Хуачена, правой схватил меч, приказал Жайо взять на себя роль щита и во всеоружии встал на изготовку. Вот только шаги протопали мимо, в самый конец длинного коридора, что показалось принцу крайне странным. Он приник к двери, через тонкую щель выглянул наружу и выяснил, что толпа миновала его комнату и сгрудилась возле другой. В комнате кто-то был, сквозь бумажную вставку пробивался мягкий свет, вырисовывая тенью неясный силуэт женщины, сидящей у стола.